Там говорится, что у Шрама был питомец. Ты бы мог поговорить со змеем? Я бы простил его, если бы он не струсил. Но я просто не был готов поверить, что мой лучший друг оказался таким ссыкуном. Ох уж эта предыдущая серия. Моя первая встреча с Фарагондой, оттягивание ее прихода в башню при помощи слабительного. И самое главное, мы узнали правду, что Эо Даск. Вот такая жесткая, дамы и господа, у нас получилась предыдущая серия. А еще напомню, что мы огромную башню вообще-то взорвать собираемся. Ехала! То есть, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в Голос Времени, в котором нам накидали пачку острой информации и призывов к действию. Да, оказывается, дамы и господа, догадки некоторых комментаторов оказались верны. Эо Даск. И, как мы уже поняли, вполне себе успешный и хитрый Даск, раз вся Паэна все еще не знает, что у него нет искры и при этом желтые глаза. Но давайте опустим момент его личности, поговорим о важном, огромной башне Ведомнии. Напоминаю, между мной и гильдиями заключен пакт Лолошки. Это означает, что до возвращения Фарагонды я обязан уничтожить огромную башню, иначе, дабы не развязать войну между Паэной и Фарагондой, все главы гильдии при моей неудаче просто насильно сдадут меня в башню, типа, не, это не мы, Фарагонда, это все он, мы ни при чем. И вот, казалось бы, время и есть, и нет. Фарагонда вот-вот собирается вернуться в Междумирье, но Фран вечно пытается ее отвлечь. А во время предыдущей серии вообще меня послал в другое измерение, чтобы я подсыпал ей слабительное. Короче, трубы горят, но пару дней мы точно выиграли. Надеюсь, за это время мы успеем взорвать Ведомнию, и все будет хорошо. А теперь напомню начало предыдущей серии. Я собирался использовать срезыватель скинта, но меня отвлекли, и в итоге он до сих пор просто так лежит. Поэтому что мы делаем? Убираем все ненужное. Надеваем нужное. Телепортируемся в убежище. Далее телепортируемся в Эресию. Угу, спасибо. Теперь прописываем Прунус и... Да, личное измерение. Ну что, здравствуйте. Мне в комментариях написали, чтобы я попробовал нажать по большому скоплению, не по маленькому. Напомню то, что с маленького падает кристалл, ну а с большого... пока что не знаю. Пробуем. Так, что это? А, это тоже кристалл, серьезно. Эх, от размера ничего не зависит, оказывается. Что маленький, что большой, что еще больше. Падает одно и то же. В любом случае, кристалл скинта это 9 фрагментов, а это уже неплохо. Это такие увесистые деньги, дамы и господа. Так, в любом случае, теперь прописываем малус. Используем погаший скинт и валим отсюда. Да, Ресия нам не нужна больше. Привет, Паэна. Эй, Лолошка, булочка моя, ты куда это? Да, привет, Матильда. Ну, и тебе привет. Ой, Лолошка, я такое узнала. Ой, главное, чтобы нас никто не подслушивал. Завтра владелец Абраксоса будет давать лекцию. Лично. Как мне объяснил информатор, продажи сильно упали. Владелец недоволен, поэтому он будет обучать сотрудников технике агрессивных продаж. Лолошка, ты же понимаешь, что это означает, а? Это отличный шанс наконец-то наверняка выяснить, кто владелец этой забегаловки. С этой информацией папа сможет раз и навсегда избавиться от этого конкурента. Событие планируется завтра вечером. Я же надеюсь, ты сможешь пробраться, да? Другого шанса у нас просто не может быть. Пожалуйста. Так, стой, погоди. Мы можем узнать, кто владелец, если аккуратно проберемся внутрь Абраксоса во время лекции. Понял? А какие варианты? А ты не хочешь сама быть той, кто выяснит личность? А? Матильда, я там точно буду. Такое нельзя пропустить. Матильда, ты не хочешь сходить туда вместе со мной? Слушайте, а что если да? Она ни разу туда не лазила, ну-ка. Ой, ну какой же ты сладкий. Но нет, Лолошка, я, пожалуй, откажусь. Мальчик-информатор мне, похоже, действительно начал нравиться. Я бы не хотела, чтобы он узнал, что я его использовала для шпионажа в пользу отца. Ну ладно. Ну ты чего, не расстраивайся. Зато ты сможешь забрать все лавры себе. Мой папа будет от тебя в полном восторге. Но я все равно расскажу ему, что наводку на события сделала я. Я своего не упущу. Ладно. Кстати, Лолошка, а ты же помнишь, что должен мне желание? Да, помню. Более чем, ты мне помогла, помогу тебе. Только давай что-нибудь нормальное, окей? Ну, вот и хорошо. Я еще, правда, не придумала. Так что пока. Да. Вот и поговорили. Побежал. Куда ты там в стену сейчас уткнешься, господи? Не уткнулась. Так, если я сделаю вот так, то...
Стоп, она не пропала, нет? Она не пропала! Куда? Ну-ка, если вот так сделаю. Ты куда побежала-то, алло? Таки мне правда интересно, поэтому давайте проследуем за ней. Ну-ка. Все еще не пропадает. Пропала. Вот тебе и пришел, называется. А может быть мне что-то здесь надо сделать, нет? Эй, Лолушка, ты сейчас где? Не хочешь заглянуть в берлогу? У меня есть к тебе одна просьба, я жду тебя. Так, видимо, все-таки к ворам мне не надо было. Пойдем к Ашре. Ух, какой красивый-то, а. Красивый цвет у тебя. Интересно, что это за мир? Скажешь? Эй, Ашра, я здесь. Что такое? Что за просьба? Что с тобой? О, Лолушка, привет. Я так рада, что ты пришел. Слушай, а ты помнишь, ты обещал мне помочь с поисками родителей? Чё? Я разве такое обещал? Честно говоря, я не совсем помню, но, допустим, я только за. Вот и супер. Просто у меня есть идея, кого можно было бы расспросить. Я это тоже из книги про биографию Шрама взяла. Там говорится, что у Шрама был питомец. Представляешь? Огроменный ящер, с которым Шрам проводил кучу времени. И я думаю, что этот ящер на самом деле наш змей, глава воров. Скорее всего, есть записи о том, что Шрам и змей были друзьями. Но, так как в родном мире моего предполагаемого отца не было змеелюдов, скорее всего, историки, писавшие биографию по старым источникам, предположили, что речь просто идет о каком-то питомце, ящерке. Лолошка, если что, то все в Паяне знают, что до последней войны с Фарагондой Шрам и змей были лучшими друзьями. Правда, никто не знает, что между ними произошло после, но это и не важно. Важно то, что Шрам и змей были очень близки, а значит, змей должен что-то знать. Вот только воры ко мне очень снисходительно относятся. Я никогда особо никакими гильдиями, кроме своей, не интересовалась, и... Да уж, поэтому у меня репутация хоть какая-то только вот среди контров, да. А ты вроде вон в хороших отношениях с Лисом. Я даже слышала, воры тебя к себе пускают и даже относятся тепло. Ложка. Ты как думаешь, ты бы мог поговорить со змеем? Может быть, он что-то знает? Пожалуйста. Так, ну выбор отказаться я здесь точно не приветствую, потому что я же как бы говорил то, что помогу, да? А вот сама информация о том, то, что Шрам и змей были друзьями, это прикольная информация. Ашра, ты даже не уверена, что речь в той книге о змее? Это же бред. Ашра, ну я же пообещал тебе, значит помогу. Слушай, я не уверен, то, что в диалоге смогу подобрать правильные слова. Может быть, ты сама с ним поговоришь? Так, ну получается второе. Я обещал, значит помогу. О, ложка. Так, сейчас, подожди-ка. О, иди ко мне, иди. Ты даже не представляешь, как для меня это важно. Я так надеюсь, что эта женщина все еще в Паэне. И если я с ней познакомлюсь, она может рассказать мне, действительно ли она моя мать. И самое главное, почему она отказалась от меня. А я же смогу рассказать ей, как я росла. И она сможет порадоваться, какая я выросла сильная, самостоятельная и успешная. О, ну, ложка, я столько всего должна ей рассказать. Я готова просить ей все. Уверена, у всего всегда есть причина. Я верю, что люди, они не бывают злыми сами по себе. Все ведь хотят, чтобы их считали хорошими и чтобы их понимали, да? Я думаю, моя мама, она не исключение. У нее были свои причины от меня отказаться. Я хочу сказать ей, что я все понимаю, и что я люблю ее такой, какая она есть. Ой, ё-моё, Ашра. Ложка. Мне так хочется, чтобы у меня просто была семья. Я так хочу, чтобы я могла прийти к маме и рассказать ей, как прошел мой день. Хочу, чтобы она гордилась мной. Нет, я стараюсь не накручивать себя, стараюсь не торопиться с выводами. Ложка, я постоянно напоминаю себе, что Шрам может ошибаться в своих подозрениях. Но знаешь, я очень надеюсь, что он действительно мой отец. Ведь это дает мне шанс иметь настоящую семью. Мне кажется, что я заслужила иметь что-то нормальное в своей жизни. Хоть несколько моментов спокойной жизни, как у всех. А не через боль, преграды и одиночество. Так... Жестко. Честно, я даже читать сейчас вот это не буду, я просто нажму обнять Ашру. Вот серьезно, давайте так. Иди ко мне. Блин, как это мило. Такие крепкие объятия получились, самое главное. И чего это я так распереживалась-то? Иногда я забываю, что у меня уже есть семья. Вы с Франом и с Седриком. Спасибо большое, что согласился мне помочь, Ложка. И вообще, спасибо, что поддерживаешь меня. А?
Ой. Ашра, я помешал? Нет, Хулио, ты чего? Нет, конечно не помешал. Это же наша общая берлога. Давай, заходи. Да, все нормально, Хулио. Так, ну, видимо, на этом наш душераздирающий диалог-то заканчивается, да? Вообще, я могу уйти. Эй, нет. Хулио, ты чего, Хулио? Садись. Давай я тебе молока налью. Может быть, погреть будешь? Он даже ничего не ответил. Конечно, буду. Если речь о молоке, то всё спасибо. нормально. О, да всегда пожалуйста. Вон, с тех пор, как Сомик начал работать только в опт, у меня постоянно остается молоко. Но я-то не могу его столько пить. Но и без молока тоже не могу, извини, да. Поэтому... Ашра, мы могли бы покупать пополам. А? Пополам? Да, точно. Это было бы так здорово. Ты чего? Ой, как Эй, ты вкусно. холодное Она пьешь, всё что ещё ли? волнуется, да? Заболеешь. Так, Ашра, походу, переживает, что Хулио мог это все услышать. Ладно, диалог в любом случае закончился. Буквально ничего. Мне, наверное, нужно уйти. Пока. Я очень надеюсь, что мне нужно уйти просто. Ничего не забагало, да? Так, а теперь давайте напомню конец предыдущей серии. Мы подсыпали слабительное Фарагонди, и Франц сказал то, что все, возвращайся в Паэну, потом, как отдохнешь, приходи в Эрессию. Я, как вы понимаете, более чем отдохнул, поэтому телепортируемся. Снова идем в Эрессию. Да, здравствуйте. Теперь телепортируемся в замок, где это, королевство. И я так понимаю то, что Седрик и Фран где-то здесь, да? Так, здесь нет. Что? Стоп, погоди, а куда мне тогда? Я что-то неправильно понял, просто там реально было сказано, что я должен отдохнуть и прийти сюда. Я поспал на кровати, пришел сюда. Hello? Кто-нибудь? Никого. На всякий пожарный посмотрим этот дом. Тут тоже никого. Тогда я точно не понимаю. Мое единственное объяснение, сюжет сам даст все понять. Поэтому телепортируемся обратно в Паэну. Давай. Все, привет, городишко. О, ты посмотри-ка. У нашего дизайнера Трайна появились посетители. Прикольно. Не, ну ткань прям реально отпадная. Надену на собрание в Абраксисе завтра. Да, само собой, бери. Даже если заляпаешь, стирай сколько влезет. Ничего футболки не будет, не парься. Ладно, уговорил, коротыш. И как ты своими пальчиками маленькими такие шедевры делаешь, а? Да? Слышь, ты за словами-то следи. Расплачивайся и вали давай. Трайн, такой милый, когда злишься, не могу. Так, сейчас его... Воу, эй, Трайн, все нормально. Просто неудачная шутка, извини. Да, прости, Трайн, что-то как-то не подумали. Вот, возьми за футболку. Сдачи, если что, не надо. Пойдем быстрее, пойдем. Ну а ты что стоишь, пялишься, а? Что я-то? Тебе что, тоже смешно, да? А по мне видно, что я смеюсь? Эти воры ничего плохого не имели в виду, Трайн. Ты зря так на шутки реагируешь. О, Трайн, эти воры вели себя отвратительно. Так восхищаются твоим товаром, но при этом так неуважительно общаются с тобой. Да, я просто туалет искал. Дверью ошибся. Ну вообще, давай вот это. Эти воры вели себя отвратительно. Знаешь, что меня пугает больше всего? За сотни лет такого отношения я просто привык к этому. Иногда мне действительно начинает казаться, что я какой-то неполноценный. Взять хотя бы эту стойку треклятую. Ненавижу ее. Ну так а в чем проблема? Берешь и меняешь, или хотя бы наполовину сносишь. Кстати, диалог не продолжается. Что мне делать? Ах, стоп! А что? Если что, я восстановлю, ребят, не парьтесь. А что, если я должен просто сделать вот так вот и все? Ой, черт. Серьезно? Это как будто на Ложка. поверхности было. Да. Спасибо тебе. Нет, Большое ты не тебе плачь. спасибо. Пожалуйста. Ой, как тебе идет, Трайн? Чего желаете? А у тебя что-то купить можно? Ух ты! Ты посмотри, что у нас. Те самые футболочки. Гильдия контрабандисты, убийцы, маги и воры. Слушайте, на самом деле, я думаю, то, что можно прикупить все футболки. Ну так, на всякий случай, давайте сделаем это. Потому что у меня в любом случае деньги пока что есть. А если в будущем эти футболки перестанут здесь продаваться, то, сами понимаете, я потеряю такую драгоценность. Все, Трайн, спасибо большое. Хорошего дня тебе, Лолошка. Ты, если что, заходи почаще. Ты тут правда желанный гость. Понял, все. Ты крутой, Трайн, у тебя все получится. Вон какой дизайнер, а? Стоп. Что, змей стоит?
Привет, поговорим? Слушаю. Контрабандист, которого воры любят больше, чем своих сагильдийцев. Вы почетный гость у нас, Лолошка. У вас ко мне какое-то дело? Да нет, я просто офигел, что вы тут стоите. Но понятное дело, что все не просто так. Ашра говорила про то, что Шрам и Змей у нас дружили. Поэтому недаром он здесь стоит, да? Я хотел бы узнать про вашу дружбу со Шрамом. Странный вопрос. Я обычно не люблю разговаривать на эту тему, но у тебя хорошая репутация. Вряд ли бы ты стал интересоваться из праздного любопытства. Что ж, следуй за мной. Подожди, а какая у меня репутация? Ни хрена у меня репутация! У меня впервые доверие у какой-то гильдии, ты посмотри! 310! Погоди, а если бы у меня не было вот этой вот сейчас репутации, типа 300, то я бы, наверное, получил какой-то другой ответ, да? Ну, я думаю, что это так. Так, и куда мы пришли? Куда мы? Что мы? Что, это твой дом? Походу, это реально его дом. Ух ты, как миленько. Так. Ты уж извини, что я так неофициально, слишком холодно. Я существо хладнокровное, но тепло люблю. Приходится вот так. Ты садись рядом, садись. Куда мне сесть? Вот сюда? Так, а теперь рассказывай, что тебя интересует. Текс, почему вы со Шрамом поссорились? Как давно вы дружите? У Шрама есть дети? Да... Такое ощущение, что заходить надо издалека, хотя вряд ли здесь это как-то влияет. И вот на это он вряд ли ответит. Я прям уверен, что вряд ли. Поэтому либо первый, либо второй. Ну, тут я вообще не вижу смысла выбирать. Ну, например, как давно вы дружите? Я и Шрам. Мы познакомились очень и очень давно. Целая катсцена будет. Фига. Я тогда только-только открыл свои способности, случайно оказавшись в мире Шрама. Шрам же к тому моменту прекрасно знал о том, что он мироходец, и отлично справлялся. Он был очень быстрым на ум в молодом возрасте. Все схватывал на лету, всем вокруг себя помогал. Никто не звал его тогда Шрамом, все звали его Умник. Он-то мне и помог с поступлением в мироходческое училище, где он был круглым отличником, а я, скажем, учился еле-еле. Также он помогал мне с девушками. Сам я был слишком стеснительным. Мы были везде, всегда вместе. После училища мы вернулись в мир Шрама. Я никак не мог вспомнить свой мир, поэтому мне было некуда больше идти. Он тоже столкнулся с потерей памяти, как и я. С момента нашего знакомства у нас было много приключений, но одно оставалось неизменным. Мы были не разлей вода. Спустя время мы стали очень влиятельными в его мире, к нам прислушивались, а мы просто развлекались. Нам было просто весело. И вот так они попали сюда. Да. Потом какие-то религиозные фанатики нас выгнали, и через однокурсников из училища мы узнали про Междумирье, приперлись сюда от скуки и горя, и остались. Паэна, город, разрастался вокруг нас. Мы помогали его строить, и все так же были лучшими друзьями. Мы спустя время даже стали главами гильдий, но... Скажу честно, скорее так же по приколу, чем по призванию. Хоть мы быстро втянулись. А потом случилась последняя война с Фарагондой. Мы спокойно пережили все войны до этого, хотя они и были ужасными. Сражались плечом к плечу, наравне с войнами Пуговицы. Последняя война также не была исключением. Шрам был сильно ранен в живот. Мы думали, он не выживет. Я до сих пор помню ту ночь. Я помню, как бежал к нему из своего района. Боялся, что не успею попрощаться. Пуговица, которая ревет, Я ворвался к нему в комнату. Он был в бреду от боли. Я даже не сразу понял, что в какой-то момент он пришел в себя. То, что он мне рассказал, навсегда изменило мое отношение к нему. Что рассказал? Я просто не смог относиться к нему как раньше. Так, а что именно он вам рассказал? Мне казалось понятно, что я не очень хочу об этом рассказывать. Впрочем,
Мне надоело, что я все время играю в роль героя в этой истории. Я не намерен больше беречь честь своего бывшего друга. Тем более у меня уже давно язык чешется облегчить душу. Так и быть, я расскажу тебе. Когда он думал, что умирает, Шрам попросил меня разыскать его дочь и позаботиться о ней. Я понятия не имел, что у него есть дети. Он никогда ничего не рассказывал мне о них. И оказалось, что он связался с какой-то мерзкой даской. Он убеждал меня, что это была любовь всей его жизни. Но он испугался ответственности, когда она забеременела, и оборвал с ней связи. Я до сих пор помню, как он шептал: «Дороти! Моя Дороти!» Я бы простил его, если бы он не струсил. Но я просто не был готов поверить, что мой лучший друг оказался таким ссыкуном. Ну, вот как-то так. Теперь ты знаешь все. Надеюсь, ты получил ту информацию, за которой пришел. О, кто? Ой. Мастер Змей, простите, что беспокою вас, но мне нужно обсудить налоговые вопросы. Да, точно. Минека, Так, да, ну я тут, проходите. видимо, уже не нужен, да? Лололошка, наше время вышло. Проваливай. Ладно. Здравствуйте, Минека. Давно не виделись, кстати. Я уже не помню, где вы там работаете и так далее. Вот такая вот информация, дамы и господа. Вот такая вот информация. Ашера надеялась, что ее мама это какая-то богатая пряносница, а оказалась Даск. Вот так вот. Также мы узнали имя предполагаемой матери. Это Дороти. Ну, по крайней мере, если все сходится, и как бы у Шрама была одна женщина, вот. Ну что, получается, всю эту информацию надо как-то рассказать, вывалить, да? А, стоп. Я не могу зайти. Так, ладно, а комната Ашеры? То же самое. Ладненько, тогда я, наверное, знаете, что сделаю? Немножко почищу свой инвентарь. Как-никак 133% гири, это немного многовато. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Все, 91%, идеально. Да, кстати, ребят, напомню то, что на сайте мироходец.ру, который находится в описании, вы можете приобрести настоящую одежду по голосу времени и по другим сезонам, которую можете носить в настоящей жизни, а не где-то в Майнкрафте. Вот, ссылка в описании. Кстати, мне некоторые люди в комментариях написали, что оказывается у меня дома в Эресии валяется много-много золота. Поэтому да, вот телепортируемся и пойдем проверим, правда это или нет. Блоки, да, говорите? А, подожди, реально? 34 блока. А почему я об этом забыл? Делаем еще больше блоков, итого 49. Эти блоки я собираюсь продать и получить фрагменты скинта. Да, я в последнее время начинаю понимать, что я прям реально бомжарой становлюсь. Вот прям жестким. То есть я могу купить еще каких-то пару предметов, и все, у меня ничего не останется. Кстати, алмазные блоки, по-моему, тоже можно продать. Давайте, правда, прям не все-все забирать. Ну, как говорится, мало ли пригодится. Оставим немного золота, немного алмазов, поспим, соберем инферий. И бахнем как можно больше крутой эссенции. Сначала прудентиваем. Далее тертивая, и после этого империевая. Самое-самое важное, потому что на ней выращивается золото. Да, я помню про эти грядки. Я ни в коем случае не забываю. Мой милый погреб по домам все еще постепенно прокачивается. Вот, грядочки улучшаем. Да, не так уж и много, конечно, получилось, но в целом самое-то главное то, чтобы у меня семена были. А семена... Ой. Стой. Нет! Фак! Я потерял... Нет! Я просто потерял 2 синие эссенции. Ай, какой же я имбецил. Гребаные фантомные фонари. Пошли вон отсюда. Так, ладно. Так вот, хотя бы немножко осталось, пусть растет. Чем больше эссенций золота будет расти, тем больше золота будем получать, тем больше фрагментов будем зарабатывать. Даже интересно стало, сколько мы выручим. О, подожди, так алмазные блоки по 2 продаются. А может быть мне на алмазы перейти? Хе-хе-хе-хе. Ой, мы сейчас его, кстати, еще и прокачаем. Ну-ка, давай. И чё, что у нас там продавать дальше будешь? Ух ты. Колечко за 2 фрагмента скинта, заряд Стоп, что? Заряд Лорана за фрагмент? Он же вроде как легко делается. Нет, 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 легко же. Это легчайший крафт! Единственное, что я не помню, как делается инхаризовый, или как там, инхаризовый самоцвет, потому что у него нету крафта. Подожди, его что, вырезали из этой игры? Ну, ё-моё, зачем? Так, хорошо, а тогда колечко. Как делается колечко? Потребуется слиток Лорана и заряд Лорана. Опять! Ну, блин, подожди, а как же я тогда это добуду-то? Ладно, с этим мы еще разберемся. Самое главное то, что его еще можно прокачать, и, скорее всего, будет еще более выгодная сделка. Так, алмазные блоки продаем. Ага, все, пока что какое-то время больше не могу. Далее золотые.
быстрее, и прокачивать его будет достаточно долго. Разве что я могу купить вот это ожерелье. Накладывает выбранный эффект зелья. Нет, все. Фрагменты есть, пока что не тратим. Что ж, правда о семье Ашера это интересно, но не забываем о том, что у нас прямо сейчас должен пройти суд над Вита и Грумраком, а также вроде как мы ждем взрыва Ведомнии. Я не хочу пропускать этот момент, поэтому подписался на свой собственный канал. И если вы так же, как и я, не хотите пропустить следующую серию, обязательно подписывайтесь. Мне очень нравится этот контент, поэтому я поставил лайк на этот ролик. И если вам точно так же, как и мне, понравился этот... Ну ладно, ребят, на самом деле серьезно, если вам нравится, то не забывайте, пожалуйста, подписываться. Если вам супер сильно нравится и вы хотите как-то закрепить воспоминания над этим сезоном, то можете купить мерч. Это большущая поддержка для меня и всего канала, потому что последнее время тратится на сезон прям, ну реально много денег. Вот. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и правда про Шрама и Змея. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.